Внимание! Наш канал не занимается пропагандой этой ветки развития левой стороны. Этот ролик является своеобразным пересказом трудов идеологов Чучхе и содержит общие положения этой идеологии. Сценарий написан сторонниками идеи Чучхе, дабы наши зрители поняли, за что конкретно стоят ее представители. Цель ролика – рассказать о самой идее, а не о Корейской Республике. Спасибо за понимание. В годы после смерти Сталина лидер Северной Кореи товарищ Ким Ир Сен, когда для сил социализма настали тяжелые времена, выработал новую революционную теорию рабочего класса. Она исходила из марксизма, но де-факто им не являлась, и рассматривала его как предшествующую идеологию. Марксизм с точки зрения Ким Ир Сена изжил себя, выполнив свою историческую функцию, как первая научная идеология рабочего класса. Произошло его диалектическое самоотрицание, и его необходимо снять, подобно всему, что предшествовало его появлению. Основной вопрос философии о том, что первично, материя или сознание, на середину 20 века в силу мощного научного прорыва стал неактуальным, да и по сути не совсем верным, ведь сознание есть отражение материи, а значит является его свойством. Поскольку основной вопрос философии более несостоятелен, его необходимо поставить вновь. Исходя из того, что ныне камнем преткновения прогрессивных и регрессивных идеологий стала роль человека в мире, Ким Ир Сен сделал это основным вопросом и поставил его в фундамент новой идеологии, назвав ее Чучхе, что с корейского означает «человек», Чу – хозяин Чхе. Конечно, для любого коммуниста очевидна и понятна роль человека в этом мире, но вопрос этот еще открыт, поскольку реакционеры, утверждающие обратное, еще не повержены. Многие скажут, что не повержены еще и те, кто утверждают, что первично сознание. На это можно дать простой ответ. Наличие в мире первобытных племен, поклоняющихся деревянным статуям, не означает, что полет ракет в космос научно не доказан. А вопрос о том, какова роль человека, до сих пор актуален, так как в полной мере человек является хозяином всего только при социалистическом строе. Ким Ир Сен формулирует основные характеристики человеческого существа. Это самостоятельность, способность к творчеству и сознательность. И говорит, что никакой человек не должен лишаться самостоятельности в своих действиях, потому что это противоречит человеческой природе. Также со странами и народами. Никакая страна не вправе навязывать другой свою волю, никто не вправе подавлять субъектность народов, их национальное самосознание. Ким Ир Сен разработал принцип опоры на собственные силы. Он заключается в следующем. Революция в какой-либо стране – это дело в первую очередь революционеров и народа этой страны. Они должны в революционной работе опираться на свои силы, действовать немедля и не ждать, когда к ним откуда-то придет помощь. Любое начинание терпит поражение, если отступает от опоры на собственные силы. Опора на собственные силы не исключает принятие помощи со стороны, но эта помощь должна рассматриваться в стратегическом отношении лишь в самую последнюю очередь. Мировая революция, согласно идеям Чучхе, когда мир покроется красным светом и каждая вновь появившаяся страна станет оплотом социализма, его цитаделью. Страны социализма должны взаимодействовать исключительно на равных, и любое их сотрудничество должно быть взаимовыгодным, дабы никакая страна не впала в зависимость от другой. Какой бы идеологии вы ни придерживались, вам потребуется изучать не только свою идею, но и идеи ваших соратников по левому крылу. Это позволит вам знать, чего от них ожидать, а также более грамотно участвовать в дискуссиях и спорах, ибо в споре рождается истина.